Тони Кросс может продолжить свою карьеру в Ювентусе. ПСЖ ищет замену для Джанлуиджи Доннаруммы. Арауха хочет перейти в Баварию. Клоп отказал Барселоне. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Игрок мадридского Реала Дани Сибальес может перейти в стан одного из самых принципиальных соперников сливочных. Об этом сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, Атлетико Мадрид в предстоящее летнее трансферное окно планирует предпринять попытки по приобретению полузащитника. Испанский игрок также интересен некоторым клубам английской премьер-лиги и итальянской серии А. Сибальес выступает за Реал с 2017 года, а его действующий контракт с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Нападающий Лейпцига и сборной Словении Беньямин Шешко может перейти в Челси. Об этом сообщает Экрем Канур. По информации источников, предстоящее летнее трансферное окно боссы лондонцев будут готовы расстаться с суммой в размере 50 миллионов евро. Отмечается, что в услугах молодого игрока также заинтересованы Бавария, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Шешко перешел в Лейпциг из Зальцбурга летом прошлого года за 24 миллиона. Ориентировочная стоимость футболиста на данный момент, по данным Трансфермаркт, 30 миллионов евро. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп откажется возглавить Барселону в следующем сезоне, сообщает Каталония Радио. По данным источника, Клопп исключил возможность возглавить Барсу в следующем сезоне, поскольку хочет отдохнуть после ухода из Ливерпуля. Отмечается, что на его решение не повлияют ни звонок президента Барселоны Жоана Лапорты, ни предложения от других клубов. Ранее Хави и Клопп объявили, что покинут Барселону и Ливерпуль соответственно после окончания этого сезона. Полузащитник Реала Тони Кросс может покинуть мадридскую команду спустя 10 лет, проведенных в клубе. Об этом сообщает Футбол Италия. По их информации, представители немецкого футболиста предложили Ювентусу услуги своего клиента. Туринцы, скорее всего, будут заинтересованы в подписании 34-летнего игрока на правах свободного агента, так как их бюджет в летнее трансферное окно будет ограничен. Контракт Тони с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Завершились судебные слушания по делу Дани Алвеса. С января 2023 года Дани находится под стражей по обвинению в изнасиловании в ночном клубе «Сатон» в Барселоне в декабре 2022. Судебное разбирательство проходило с 5 по 7 февраля. По итогу слушаний защита футболиста попросила освободить его из-под стражи до вынесения приговора. Объективных доказательств нет. Дискурс обвинений субъективен. Господин Алвес находится под стражей более года, и мы требуем его освобождения. Мы просим согласовать его временное освобождение с изъятием двух его паспортов – бразильского и испанского, сказал адвокат. Кроме того, сторона защиты просит вынести оправдательный вердикт. Должен быть вынесен оправдательный приговор. Важно оценить предыдущее поведение, чтобы сделать вывод о согласии. Между ними было сексуальное влечение, сказано в заявлении защиты. Сам футболист отказался от права на последнее слово. Футбольная ассоциация Англии собирается проголосовать против того, чтобы Александр Чеферин остался президентом УЕФА еще на один срок. Чеферин сменил Мишеля Платини во главе УЕФА в 2016-м. В 2019 и в 2023 годах Александр продлевал свои полномочия с помощью голосования национальных ассоциаций. Существующие правила ограничивают количество сроков на посту президента УЕФА 3, а для Чеферина этот третий срок истекает в 2027 году. В данный момент Чеферин и его соратники пытаются изменить правила, чтобы Александр получил возможность остаться на посту и после 2027 года. Он хочет внести поправку, согласно которой назначение до 2017 года не будет считаться одним из 3 разрешенных сроков. И это позволило бы ему остаться президентом УЕФА еще на один 4-летний цикл, до 2031. Голосование по соответствующей поправке должно было пройти вчера во время ежегодного конгресса УЕФА в Париже. Англия решила, что проголосует против, сообщает BBC. Для принятия этой поправки необходимо, чтобы «за» проголосовали 2/3 из 55 ассоциаций.
Защитник Барселоны Рональд Араухо хочет продолжить карьеру в Баварии. Об этом информирует издание The Athletic. Араухо был готов перейти в стан мюнхенцев в зимнее трансферное окно. Впрочем, сделка не состоялась. Проблема в том, что Барса требует за своего игрока в районе 100 миллионов евро. Ни Бавария, ни другие клубы не хотят платить такие деньги. Тренерский штаб ПСЖ во главе с Луисом Энрике не в восторге от игры голкипера Джанлуиджи Донаруммы. Об этом сообщает Спортзон. Отмечается, что парижане уже подыскали нового кипера. ПСЖ желает подписать стража ворот Милана Майка Миньяна. Также Миньяна сватают в Германию. Интерес к его услугам приписывают Мюнхенской Баварии. У премьер-лиги могут возникнуть вопросы к Манчестер Сити насчет приобретения вингера Савио и стоимости этой сделки. Согласование этого трансфера было простым для Сити, потому что Жирона и Труа являются родственными для горожан клубами, входя в Сити Футбол Групп. Вопрос лишь в том, за какую цену Сити купит Савио. Как сообщает The Telegraph, у премьер-лиги могут появиться вопросы, если стоимость сделки будет ниже рыночной. Согласно слухам, клубы АПЛ и Бундеслиги были готовы заплатить около 25 миллионов фунтов за этого игрока. Также в правилах премьер-лиги и УЕФА обозначены условия трансферов между клубами с общими владельцами. Регламенты напрямую требуют обоснования стоимости по таким сделкам. Каору Митома может перейти в Барселону. Об этом сообщает журналист Ферран Каррес у себя в Твиттере. По его информации, руководство каталонцев видит в игроке реальное усиление атакующей линии. Синегранатовые предпримут попытки по приобретению Митомы предстоящим летом. Отмечается, что Барса планирует снизить стоимость футболиста с помощью включения в сделку своего игрока Ансу Фати. В нынешнем сезоне испанец выступает за Брайтон на правах годичной аренды. Ориентировочная стоимость Митомы по данным Трансфермаркт 50 миллионов евро. Салернитана договорилась о сотрудничестве с экс-защитником Ромы и сборной Греции Костасом Манолосом. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, итальянский клуб подпишет 32-летнего игрока на правах свободного агента. Трудовое соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона. В ближайшие дни защитник прибудет в Италию для прохождения медобследования и подписания контракта. Последней командой игрока была эмиратская Шарджа. Соглашение Манолоса с этим клубом истекло 16 января этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Бывший игрок Манчестер Юнайтед Джесси Лингард подписал контракт с корейским клубом Сеул. Сообщается, что срок соглашения рассчитан на 2 года. По данным корейских источников, Лингард будет зарабатывать в Сеуле 910 тысяч фунтов в год.